По сообщениям немецких средств массовой информации, переизданная книга Адольфа Гитлера «Майн кампф» с комментариями стала лидером продаж в Германии в 2016 году. Пишут, что за год было продано 85 тысяч книг, хотя изначально планировали продать только 4 тысячи. А в конце января 2017 года выйдет уже 6-й тираж. Интересно, что готовится французский перевод книги Гитлера, переработанный и сокращенный. Книга Гитлера «Майн кампф», критическое издание, была переиздана впервые за 70 лет и поступила в продажу в начале 2016 года. У нас она строго-настрого запрещена, чтобы российский плебс никогда не узнал, о чем писал Адольф Гитлер и какими мыслями вдохновлялись немцы при создании Третьего рейха. Очень удобно, так как теперь можно смело врать про фюрера и про его отношение к славянским народам. Проверить-то все равно нельзя. Запрещено. Народному стаду ни в коем случае нельзя давать исторические материалы на ознакомление, иначе выводы тех, кто с этими материалами ознакомится, будут сильно отличаться от требуемых. Поэтому толпе всегда бросают лишь выбранные кусочки. И так происходит не только с Гитлером и не только с историей, но и со всей остальной наукой. Мало кто может пойти в архив и попробовать почитать древние летописи, поэтому про историю Руси можно врать сколько хочешь. А вот книжку Гитлера прочитать проще, поэтому ее надо запретить. Но почему в 2016 году немцы вдруг решили переиздать книгу Адольфа Гитлера, который признан самым большим злодеем 20 века? Давайте выясним причину. Для начала следует сказать, что та книга, которая издана в 2016 году, это не точная копия книги Адольфа Гитлера, которую он написал в 1924 году. Нынешнее издание обильно дополнено критическими статьями. Поэтому новый выпуск книги фюрера называется «Моя борьба. Критическое издание». Это, по заверениям издателей, должно показать всю пагубность и нечеловечность российских идей Гитлера в нашем современном, толерантном и мультикультурном мире. Понятно, что некоторая часть читателей эти критические статьи будет сразу пропускать, потому что их интересует, что думал Гитлер, который совершил очень большие дела, а не какой-то там современный профессор социологии, который бормочет всякую чушь на своей кафедре. К тому же, у меня очень сильные подозрения, что текст Гитлера в этом современном издании будет несколько отличаться от оригинала 1925 года. Не полностью, но в некоторых местах правка точно будет. Почему? Об этом чуть позже. Возникает вопрос, почему книгу Гитлера переиздали именно в 2016 году, а не раньше? На это существует объяснение, что авторские права на «Майн кампф» принадлежат германской земле Бавария. Оказывается, авторские права, вы только вдумайтесь, авторские права на самую страшную книгу века Соединенные Штаты и Великобритания после победы над Германией передали немцам. Вы только вдумайтесь, какая чушь! Книга, которая послужила, по современным официальным утверждениям, основой для самой страшной войны с многомиллионными жертвами, и победители передают авторские права на нее в Баварскую область Германии. Скаредные власти Баварии почему-то никому не разрешали переиздавать «Майн кампф» в течение 70 лет. Но по германским законам авторские права действительно в течение 70 лет, а дальше alles, копирайт капут, и произведение становится общественным достоянием. И книгу Гитлера можно теперь печатать. Но вы сами подумайте, «Майн кампф» — это произведение самого главного злодея всех времен и народов. Это основа для страшного национал-социализма, по вине которого погибли миллионы. Такой официальный миф. Эта книга не может быть пущена в общем потоке со всякой другой литературной белибердой, на которую просто прошел срок действия авторских прав. Просто на очередном заседании Бундестага, то есть немецкого парламента, принимается закон, что такая страшная книга не может быть переиздана до специального разрешения, и никакие авторские права тут никакой роли не играют. Точка. Однако же немецкая власть сделала вид, что закон об авторском праве превыше всего. Но это же просто театр, так как книга Гитлера переиздана только в одном издании и только с критическими статьями. Потому что разрешили только так. Если бы авторские права действительно закончились, а дальше гуляй, Вася, то есть Ганс, и печатай кто хочешь, то книжные магазины Германии были бы завалены моей борьбой, изданной в самых разных издательствах. Но такого не произошло, потому что имеется контроль, который делает вид, что его нет.
Но кто контролирует Германию? А дело в том, что Германия с 1945 года военно захваченная страна под внешним управлением. В 1945 году сдалась только немецкая армия, никаких договоров о поражении с представителями германской власти подписано не было. В Германии находится самое большое количество американских военных баз, и ни в одной стране мира столько нет. На это сами немцы, которым тоже обильно промывают мозги, отвечают, что Германия же в НАТО, поэтому логично, что у нас американские базы. Но почему-то нет немецких военных баз в США, нет польских военных баз в Великобритании, нет итальянских военных баз в Финляндии, а кругом только одни американские. И очень интересно, от кого же защищают немцев американские военные базы? От соседних стран, которые также члены НАТО? На эти вопросы рядовой немец с американской пропагандой в голове ответить не в состоянии, поэтому он обиженно мычит: «А Путин все равно плохой», и удаляется. Жители Германии не граждане своей страны, они лишь персонал частной фирмы Bundesrepublik Deutschland. Они не имеют внутренних паспортов, а лишь карточки частного персонала. Судьи в Германии не подписывают решения суда, так как это незаконно, и у них нет права выносить судебные решения. Подробнее об этом и многом другом смотрите сборник познавательного ТВ «Как живет Германия». Так что Германия – это военно захваченная страна под управлением Соединенных Штатов Америки. Что говорят из Вашингтона, то они и делают. И именно поэтому в Германию стали привозить турок после Второй мировой войны, а потом принимать цветных приезжих под видом толерантности и мультикультурализма, а потом потому, что они беженцы. И делается это, чтобы создать внутри Европы противостояние между коренными белыми европейцами и цветными приезжими в Третьей мировой войне. Подробнее смотрите ролик познавательного ТВ «Скрытое оружие. Понаехали». Поэтому депутаты немецкого Бундестага принимают закон о признании геноцида, то есть истребления армян турками в Первую мировую войну. То есть более чем 100 лет назад. Причем немцы не убивали ни армян, ни турок. И ни один немецкий депутат или политик не смог внятно объяснить, зачем же власть Германии приняла такой странный закон через век после случившихся событий. Они лишь блеют всякую чушь про ответственность, признание прошлых ошибок, терпимости, толерантности и тому подобные лапши для накладывания в уши дураков. Потому что немецкие депутаты люди подневольные, они лишь послушно голосуют за то, что велено из-за океана. Да потому что турок внутри страны много, и они будут этим решением сильно разозлены. Подробнее смотрите ролик «Почему Германия признала геноцид армян турками». Такими же послушными марионетками являются депутаты всех других парламентов во всех странах, в том числе и в России. Это лишь кукольный театр для народа. Подробнее смотрите сборник депутата Евгения Федорова «Как Дума принимает законы» и ролик «Демократия и выборы для дураков». Теперь представьте себе, что Германия, которая послушно лежит под Соединенными Штатами, вдруг по истечении срока какого-то дурацкого авторского права издает книжку самого страшного злодея планеты. В Соединенных Штатах же знают, что Гитлер был психом, маньяком и убийцей, он уничтожал евреев. И это самое главное преступление с точки зрения американской общественности. А что во Вторую мировую погибло много миллионов людей других национальностей и тех же самых немцев, так это уже второстепенно. Самое страшное преступление нацистского режима, по мнению американцев, это Холокост. Американцы терпели, а потом не выдержали и в 1944 году высадились в Европе спасать евреев. А то, что война в Европе уже шла 5 лет и Советский Союз 3 года просил об открытии Второго фронта, об этом рядовой американец не знает. Нельзя. На самом деле американцы открыли Второй фронт только для того, чтобы Советский Союз не забрал себе всю Европу. Точка зрения американцев, что самое главное преступление Гитлера – это уничтожение евреев, объясняется просто. Потому что в Соединенных Штатах очень многое контролируется евреями. Причем не просто евреями, а иудеями. В финансах, а особенно в американской федеральной резервной системе, выпускающей доллар, в банках, в Голливуде, в науке, в культуре, в средствах массовой информации вы обязательно найдете не просто евреев, а иудеев на высоких постах и должностях. И со своей стороны они поступают вполне нормально, пользуясь властью, искажают историю. А так делают все, не только евреи. Насаживается только одна нужная точка зрения, а все, что неудобно,
то отбрасывается. Поэтому книга Юргена Графа «Миф о Холокосте. Правда о судьбе евреев во Второй мировой войне» запрещена не только в Германии и России, но и во многих странах мира. Но почему нам запрещают ознакомиться с другой точкой зрения? Потому что народ – это стадо, и пастухи дают ему ту еду, которую считают нужной, и те сказки, которые выгодны пастухам. И почему-то, когда книга Юргена Графа запрещена, как и другие подобные ей, а самую главную злодейскую книгу всех времен и народов вдруг разрешают к изданию. И это в Германии, которая послушно все делает по приказу дяди Сэма. Но почему американцы разрешили переиздать книгу Гитлера, пусть даже с критическими статьями? Типа вредные баварцы раньше не давали по авторскому праву, но срок уже истек. Причем именно по ограничению на авторское право никто не мог печатать «Майн кампф», а не потому, что книга содержит вредные идеи. Ну, полный цирк. А дело в том, что для Третьей мировой войны в Европе нужно две стороны. Одна из будущих воюющих сторон заводится в Европу уже полвека. Это турки, арабы, афганцы, негры и прочие цветные с Африки и Ближнего Востока. Людям намеренно создают такие ситуации, чтобы они сами принимали решение переселиться в Европу. На севере Африки и на Ближнем Востоке устраивают войну, арабскую дугу, а с другой стороны Средиземного моря открытые двери и легкая жизнь на пособие. Французский политик Марин Ле Пен многократно рассказывал, что условия для этих бездельников-мигрантов во Франции даже лучше, чем для коренных работающих французов. А Евросоюз, эта глобальная американская организация, еще насаживает квоты по принятию этих мигрантов. Ты возьмешь столько, ты столько, а ты вот столько. Как вы помните, особенно сильный поток переселенцев пошел в 2015 году. Их везли прям баржами, а внешняя граница Евросоюза куда-то испарилась. И очень много переселенцев стремились попасть именно в Германию. Так что порох в Европу уже завезен. Это разноцветные приезжие другой расы, другой религии, другого воспитания, другого образования, другого мировоззрения и другого образа жизни. А теперь это взрывчатое вещество надо поджечь. Поэтому, с одной стороны, в Европе устраиваются различные теракты и расстрелы, ответственность за которые берет на себя запрещенный ИГИЛ. Поэтому в Германии появляется мюнхенский стрелок, и фура въезжает в рождественскую ярмарку. Надо ж разозлить коренное европейское население. А чтобы оно начало действовать, то для этого нужна книга Гитлера, в которой все уж подправлено в нужных местах. Ведь немцы — это великая нация, а тут понаехало еще всяких недочеловеков, и они еще наших арийцев убивают. Вот поэтому американские кланы, которым очень нужна война в Европе, и они ее готовили полвека, разрешили напечатать «Мою борьбу» Гитлера. Причем сами же американцы в 60-х годах надавили на Германию и заставили ее привести к себе турок, а потом этим туркам разрешили привозить семьи и стали давать немецкое гражданство. Именно по приказу американцев все другие страны Европы, которая после Второй мировой войны стала выполнять указания Соединенных Штатов, везли себе разноцветных подданных из своих же бывших колоний. Третья мировая война в Европе была задумана сразу же по окончанию Второй мировой. Но будущая война будет иной. Воевать между собой станут не сколько государства, а люди разных рас и религий внутри государств. Что вынудит вводить очень жесткие порядки, понавешать везде камер, устроить тотальную проверку и прослушку. Более подробно смотрите ролик «Зачем нужны террористы?». Так что издание «Майн кампф» — это разогрев немцев для того, чтобы они начали убивать цветных мигрантов. Все крайние нацистские организации типа бритоголовых скинхедов с татуированными свастиками на затылках контролируются американскими спецслужбами. Кстати, поэтому в Швейцарии в 2014 году разрешили нацистское приветствие. Швейцария же это одна из стран, управляющая Европой, а никак не Германия с ее мощной экономикой. И почему-то Швейцарию во время Второй мировой войны Гитлер никак не смог захватить, хотя она была у него под боком. А в Швейцарии полезные ископаемые, руда, производство оружия и банки, набитые золотом. Почему же Гитлер не взял себе столь лакомый кусочек? А потому что нельзя было. Там все-таки начальство.
Но одной Германии для Третьей мировой войны маловато, поэтому книгу Гитлера заботливо переводят на французский. Но чтобы французы наконец-то начали убивать негров и прочих цветных, которых в Париже уже больше, чем коренных белых французов. И французам намеренно устраивают теракты, что в Париже повзрывать, что в Ницце людей грузовиком подавить, что в храме священника убить. И именно поэтому французский вариант моей борьбы будет отредактирован. Оттуда выкинут слова про немецкую нацию и оставят только про белых людей и арийцев. А то французу как-то не комильфо чувствовать себя немцем. А вот как раз мсье Гитлер очень хорошо написал, что нужно делать с этими всякими наглыми неарийцами. И это тоже пропишут редактора по указке из Вашингтона. Так что подготовка Третьей мировой войны в Европе уже завершена. Теперь полным ходом идет ее разжигание. Насколько эта война будет кровавой, неизвестно. Это зависит от европейских кланов. Потому что народ — это просто стадо. Он только идет туда, куда его толкают. И сам ничего не может сделать. Только громко блеять, что все это теория заговора. Что тоже родилось не в собственной голове, а насажено сверху пастухами. Так что, уважаемые немцы, вас, как и других европейцев, готовят к очередному забою скота. И чтобы вы себя вели более активно и проникались ненавистью, разрешаю даже почитать сильно отредактированный вариант книги Гитлера. И никакой самостоятельности у вас не было и не будет. Сценарий давно уже написан, утвержден в Пентагоне и в местах повыше, а вы лишь послушные пешки, которые будут играть в чужую смертельную игру по чужим навязанным сверху правилам. В результате чего мы все получим насквозь контролируемое общество, причем даже не государством, а финансистами. Получат те, кто выживет, потому что ни одной большой войны без России не обходится. Подписывайтесь на канал Познавательное ТВ, а также на наши группы в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Телеграме. Ссылки вы найдете в описании этого ролика, а также там будут ссылки на видео про Германию и Третью мировую войну, которые я упоминал по ходу повествования.